Всем привет, друзья! Сегодня долгожданное видео «Вопрос-ответ». Я отвечаю на те вопросы, которые вы задавали мне в моей группе на Фейсбуке Easy Russian Club. Ссылка есть в описании к видео. Заходите и учите русский язык вместе с нами. Итак, первый вопрос. Почему ты переехала в США? Почему ты оставила Сан-Франциско для Сиэтла? Ты когда-нибудь вернешься в Россию? Москва продвинутая по сравнению с Сиэтлом и Сан-Франциско. Давайте по порядку. Первый вопрос, почему ты переехала в США? Я уже неоднократно говорила это, потому что муж мой здесь работает, поэтому я сюда и переехала. Почему ты оставила Сан-Франциско для Сиэтла? Сан-Франциско я не жила, я была там в гостях, мне там очень понравилось, прекрасный город, прекрасные люди. Несмотря на то, что в центре очень много бомжей, сама атмосфера города, она более приближена к Москве. Это город активный, энергичный. В Сиэтле жизнь такая размеренная, спокойная. И поэтому Сан-Франциско мне, конечно же, нравится больше, чем Сиэтл, потому что он напоминает мне Москву. Ты когда-нибудь вернешься в Россию? Ну, конечно, я вернусь в Россию. Как же без этого? Я там родилась, это моя родина, я очень люблю свою страну. Но также я люблю и Америку. Москва продвинутая по сравнению с Сиэтлом и Сан-Франциско. Знаете, Москву можно сравнить с большим ульем. Если вы видели когда-нибудь улей, настоящий в лесу, такой огромный, в нем очень много пчел, они постоянно что-то там делают, постоянно трудятся, они не спят ни днем, ни ночью, они постоянно живут, постоянно что-то делают. Вот Москва — это такой город, который никогда не спит. То есть ночью в центре можно встретить много народу. Там есть круглосуточные заведения, их очень много, круглосуточных ресторанов, круглосуточных книжных магазинов даже. Представьте себе. В общем, очень-очень много мест, которые работают ночью. И, например, что очень странно здесь, вот для меня в Америке, то, что здесь некоторые торговые центры работают до 8 вечера. Просто в Москве минимум, до скольких будет работать торговый центр, это до 11 вечера. И то это большинство торговых центров так работают. То есть есть некоторые, которые работают до 12. По-моему, московская Икея работает до часу ночи. Здесь Икея работает до 9 вечера. Увеличение вот этого рабочего дня магазинов связано с тем, что люди порой в 9 вечера только выходят с работы. Для того, чтобы что-то им купить, им нужно ехать там, в ближайший магазин, там, в ближайший Ашан или там, в Глобус, любой из этих гипермаркетов, или там в торговый центр, в какой-нибудь там Метрополис на Войковской. Им нужно выезжать с работы, то есть они еще час где-то будут ехать до этого торгового центра. То есть магазины должны работать минимум до 11, чтобы они обслуживали население. Потому что если они закрываются раньше, то они теряют огромное количество покупателей. Да, еще в Москве днем работают кафе и рестораны. Если здесь невозможно найти ресторан, который работает в 3 часа дня, потому что все закрываются после 2 часов, после ланча. То есть это большой промежуток, там, с 3 до 5 часов. Обычно рестораны тут не работают. А в России, в Москве, в частности, работают постоянно. Я ни разу не видела ни одного кафе, которое закрывалось бы на обеденный перерыв. Вот, серьезно. По крайней мере, в центре Москвы. Сан-Франциско, поэтому мне нравится больше, чем Сиэтл, потому что, как я уже говорила, Сан-Франциско более активный, более продвинутый город. Ну и плюс Сан-Франциско очень хороший общественный транспорт, можно везде добраться. В Сиэтле мне не очень нравится, только здесь можно доехать куда-либо. Конечно же, я привыкла к метро московскому. Мне как-то больше нравятся поезда в метро или электрички. Ну, я не знаю, это просто сугубо мое личное мнение. Мне здесь не хватает метро. В Сан-Франциско есть этот вот BART, очень похоже на наше московское метро. Правда, там станции очень низкие, как в Петербурге. Там в Сан-Франциско я как будто бы на 25% в Москве. Второй вопрос. Скажите, как научиться говорить, как вы? Друзья, ну, я не знаю. Это такой вопрос очень, не знаю, смешной, на мой взгляд. Я скажу, что в большинстве своем на вашу речь, на ваше красноречие влияет, конечно же, количество книг, которые вы прочитали. Нужно много читать. Просто вот старайтесь больше читать на вашем родном языке, либо на языке, который вы хотите выучить просто в совершенстве.
читайте больше книг. Чем начитаннее вы, тем прекраснее ваша речь. Следующий вопрос. Русские смеются? И почему нет? На самом деле русские люди смеются. Конечно же, мы смеемся, но мы делаем это только близким людям. А русский человек очень редко, когда улыбнется незнакомому прохожему. Да, это очень странная черта русских людей. Мы бережем свои улыбки для близких нам, для родных, для друзей, но не раздариваем свои улыбки вот направо и налево в обычной жизни. Это и хорошо, и плохо. Но, на мой взгляд, все-таки лучше бы, если бы русские люди улыбались так же часто, как это делают американцы, просто для того, чтобы повышать друг другу настроение. Вот если бы мы друг другу улыбались почаще, не знаю, дарили друг другу позитив, то, мне кажется, и жить бы нам было легче. Ну, как я заметила, в небольших городах или в деревнях люди намного добрее друг другу и намного чаще улыбаются. Наверное, просто в больших городах люди очень загруженные, грустные, и поэтому им вообще не до улыбок, у них куча проблем. Так что не обижайтесь на русского человека, если он в ответ на вашу улыбку просто опустит глаза или отвернется. Ну и последний вопрос. Скажи 2 слова на арабском языке. Я скажу не 2 слова, а 3 слова. Ухибукум. Итак, друзья, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте лайки. Табью аля канати фи YouTube. Добавляйте видео к себе. И учите русский язык вместе с Easy Russian.